Всем привет! Как мы помним, 5 августа на виртуальной презентации Galaxy Unpacked 2020 компания Samsung представила долгожданные смарт-часы под названием Galaxy Watch 3. Новые часы побили рекорд по продажам смарт-часов компании Samsung в первый день. Их было реализовано свыше 7000 единиц. И вы скажете, не такой уж большой результат. Но если вспомнить, что стоимость базовой версии Watch Active 2 составляла 300 евро на старте продаж, а для Watch 3 эта цифра была 430 евро, получается, что показатели очень даже внушительные. Некоторые эксперты уверены в том, что данный спрос обусловлен тем, что компания возвратила прежний механически вращающийся безель. Но, как мы знаем, 11 августа 2021 года пройдет долгожданное мероприятие Galaxy Unpacked 2021, где мы должны получить официальную информацию о возможностях новых смарт-часов компании Samsung, а именно Galaxy Watch 4. Как ни странно, за неделю до премьеры новинок очень известный инсайдер слил в сеть копию технического руководства из комплекта устройства. Там мы практически узнали все технические характеристики, а также аппаратные особенности гаджета, включая версию прошивки и список всевозможных датчиков. Итак, основные фишки часов Galaxy Watch 4 это 5-нанометровый процессор Samsung Exynos W920, отличный экран диагональю 1,36 дюйма с разрешением 450 на 450 пикселей и защитным покрытием Corning Gorilla Glass DX, 1,5 гигабайта оперативной памяти и накопитель объемом 16 гигабайт, защита по стандартам IP68 и MIL STD810G, датчики пульсометра, ЭКГ и пульсоксиметра для определения уровня кислорода в крови. Ну и, конечно же, в качестве прошивки мы получим операционную систему Android Wear с фирменной оболочкой One UI Watch 3 и 5 и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум, поехали! Итак, стоит отметить, что на данный момент в сети есть только данные о версии с диаметром корпуса именно 46 мм. Данная версия будет оснащена достаточно неплохим дисплеем диагональю 1,36 дюйма с разрешением 450 на 450 пикселей и защитным покрытием Corning Gorilla Glass DX. Стекло выделяется антибликовым покрытием, которое улучшает читаемость дисплея. В частности, компания Corning говорит об улучшении отражательных свойств на 75% и коэффициента контрастности экрана на 50%. В том числе это может позволить улучшить автономность устройства, так как при равной читаемости информации с новым стеклом устройство будет тратить меньше энергии на подсветку, конечно же, дисплея. А вот сердцем часов Galaxy Watch 4 станет 5-нанометровый процессор от компании Samsung, а именно Exynos W920, который показывает себя очень и очень даже неплохо. Процессор предлагает более быструю обработку и почти в 9 раз более плавную графическую производительность, чем процессор Exynos 9110, который был установлен в таких часах, как Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active 2 и Galaxy Watch 3. Процессор будет работать в паре с оперативной памятью на 1,5 гигабайта. Это в 1,5 раза больше, чем у прежних Galaxy Watch 3. А также, что немаловажно, мы получим накопитель объемом целых 16 гигабайт. Упоминается и класс защиты корпуса от внешних воздействий. Согласно публикации инсайдера, смарт-часы будут защищены по стандартам IP68 и MIL STD810G. Все знают, что часы со степенью защиты IP68 полностью защищены от пыли и проникновения воды при полном погружении на глубину более 1 метра. Следовательно, такое устройство не обязательно снимать с руки даже в бассейне. А вот что такое MIL STD810G? Это американский военный стандарт защиты, например, часов, который означает, что прибор устойчив к работе в экстремальных условиях. Это могут быть высокие и низкие температуры, устойчивость к механическим повреждениям и, конечно же, вибрациям. В качестве прошивки указывается операционная система Android Wear с фирменной оболочкой One UI Watch 3.5. То есть Galaxy Watch 4 радикально отличается от своих предшественников. Гаджет не будет использовать платформу Tizen, как другие. Грядущие умные часы заработают на платформе
Wear на базе Android, которую компания Samsung разработала в сотрудничестве с Google. Все эти дополнительные возможности гарантируют, что владельцы Galaxy Watch 4 смогут в полной мере воспользоваться возможностями своих умных часов. Разумеется, нам еще предстоит увидеть, как хорошо они будут работать в реальных условиях эксплуатации. В списке интерфейсов модели указывается Bluetooth 5.0, Wi-Fi и GPS. У отдельных вариантов будет модуль LTE. Емкость аккумулятора Galaxy Watch 4 Classic составляет 361 мАч, а его полная зарядка занимает примерно 1 час 40 минут. Заявлено наличие датчиков пульсометра, ЭКГ и пульсоксиметра для определения уровня кислорода в крови. Как мы знаем, сатурацию начали проверять так часто из-за коронавируса. При поражении зловредным ковидом ткани легких заметно падает уровень насыщения кислородом крови, даже если человек чувствует себя при этом довольно сносно, а показатели ниже нормы могут стать основанием для госпитализации и подключения к ИВЛ. Ну, не дай бог, конечно. Помимо поддержки функций мониторинга спортивных тренировок, уровня стресса и качества сна, гаджет, как утверждает руководство, будет способен управлять воспроизведением музыки на сопряженном смартфоне. В число других особенностей модели войдут возможность ответа на сообщения прямо с дисплея часов и поддержка Google Play для скачивания всевозможных приложений, что является большим-большим плюсом. Стоит отметить, что указанные спецификации пока не подтверждены производителем. Официально о возможностях новых смарт-часов компания расскажет 11 августа, как я говорил ранее в ходе мероприятия Galaxy Unpacked. Ну что же, ребята, на мой взгляд, мы получим очень и очень крутые часы. Тем более я использовал смарт-часы Samsung Galaxy Watch 2. У меня даже данных часов было, ну, штук так 5. То есть, действительно, данные часы заслужат внимания. Я покупал их, продавал, покупал, продавал, покупал, продавал, потому что они мне нравились. А продавал, потому что хотел что-то новое, но возвращался именно к данным часам. Как-то так, все запутано, странно, но как есть. Но как мы видим, Galaxy Watch 4 получится просто бомбические часы. Самое главное, что мы получим операционную систему Android Wear. Как вы знаете, там вы сможете установить практически все, что вам нужно. Конечно же, будет своя оболочка One UI от компании Samsung Wear, но вы должны понимать, что это большой-большой шаг компании Samsung к оптимизации данных часов. То есть каждый пользователь сможет настроить свои часы Galaxy Watch 4 на свое усмотрение, то есть все, что вам нужно, будет в данных смарт-часов. Конечно же, на старте продаж данные часы будут стоить ого-го сколько, но посмотрим, подождем, может цена и не сильно будет кусаться, но как всегда это бывает, конечно же цена разочарует нас. А какие часы получится, узнаем чуть-чуть попозже. С вами был канал Техноум, кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал, всем спасибо, всем пока.